Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня я буду экспериментировать и делать что-то интересное, поэтому я не знаю, что конкретно будет у нас сегодня. Поэтому посмотрим, что будет идти, и будем, соответственно, от этого отталкиваться. Хочется мне, конечно, показать вам одну интересную сборочку через Виктора и проводников. Ну, по сути, это то же самые проводники, только вот через керри Виктора. Ну, помните, я там показывал вам авангард, плюс, соответственно, проводники через Аурелион Соло, когда я собирал через дракончика. То есть была у нас жесткая плотная стенка на первой линии, 6 авангарда, и 5 проводников через керри дракончика. Ну, это, я думаю, вы поняли. А тут будет именно керри Виктор и Зои. Там надо, знаете... Чтобы немножко специфично выпали аугментация. А конкретно про какую аугментацию говорю? Это я говорю про аугментацию, которая шляпа Рабадона. То есть за каждое убийство, то есть за каждое участие в убийстве вражеского героя, вы, соответственно, получаете 1% сил умения. То есть, по сути, тот же самый клинок смерти, только в виде шляпы Рабадона. Интересная такая вот тема получается. Я надеюсь, что, может, сейчас выпадет эта аугментация. Я, соответственно, вам покажу ее. Ну, короче. Присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор не подписан. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну а если можешь стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. А также, ребят, я скоро буду выходной 2 дня. Ну, как скоро? Для меня это завтра, для вас сегодня, поэтому буду говорить так. Сегодня-завтра буду выходной. И я хочу, соответственно, провести стримчик. Поэтому в своем телеграм-канале я сообщу, когда он и во сколько будет проведен. Может быть, 2 дня даже получится. Ну, посмотрим, короче, потому что мне на выходных нужно пойти вот эту свою шевелюру сбрить, потому что она нереально длинная, нереально огромная уже. И самому уже некомфортно, потому что все вы прекрасно знаете, то, что я таю как мороженка летом. Кондиционера, к сожалению, нет, поэтому я сейчас на себя направил вентилятор. И я надеюсь, что я не заболею еще раз. Потому что 4-й раз заболеть за этот год, это будет фиаско, братан. О, набор ауры, дубликаторы. Опа! Опа, что я вижу? Ну, блин, хотелось бы, конечно, дубликаторы. Блин, все 3 аугментации не обалденные, но... Я хочу реализовывать звериный отряд. У меня, знаете, есть парочка незакрытых гештальтов насчет звериного отряда. Я хочу их максимально красиво и эпично реализовать. Но в целом, многим, я так понимаю, нравятся игры, которые камбэкаются из этого. То есть, когда игра такая себе, знаете, там в лувстрике сидишь, там на последних хп ты просто начинаешь жестко доминировать и жестко вытягивать эту игру. Вот поэтому сегодня мы попробуем такую игру сделать. Так что поставил я роботов. Роботы, потому что легко камбэчат. Ну а там посмотрим. У меня, кстати, на текущий сезон есть 2... Ну, как 2? Несколько незакрытых гештальтов. Я хочу собрать легендарного героя Барда в 3 звезды. У меня прям, знаете, ну, стоит на это. Хочется его закрыть. Вот хочется, и хоть ты тресни, но хочется Барда в 3 звезды собрать. И именно Барда хочется. Никого другого... А вот именно Барда. И я хочу собрать Омни-оружие. Омни-оружие это, конечно, что-то на... Не знаю на каком это языке Омни-оружие. Но самая суть в том, что я хочу Омни-оружие попробовать сделать. В двойном режиме это может получиться сделать, потому что там тебе дают, грубо говоря, 1 раз прощение от летального исхода. То есть 1 раз тебя от летального исхода защищают. В двойном режиме. Поэтому в двойном режиме как-то попроще реализовать именно Омни-оружие. А вот в соло-режиме это что-то на нереальном. Там должно прям все сойтись. Ты должен четко чувствовать свой стол, силу своего стола и как можно меньше получать каждый раунд. То есть, по сути, у тебя должен быть стол настолько сильный, чтобы у вашего противника всегда оставался 1 герой. Тогда ты будешь получать минимум, соответственно, терять хпшки. Плюс нужно, чтобы выпала аугментация крошки великана, потому что она дает изначально 20 хп. Ну и с первых раундов, соответственно, тебе должен упасть звериный отряд. Ну и в-третьих, это чтобы был бог, который восстанавливает хпшку. То есть, ну кто играл, тут помнит, когда выбор бога происходит, там иногда предлагают выбрать хпшку. И там есть 12 хп, и как бы это сильно. Вот. Ну в целом, как бы все. И тогда, возможно, в соло-режиме можно реализовать Омни-оружие. То есть, ну, можно попробовать достать его каким-то чудом. Мне еще Аврора выпала. Кстати, ребят, а напишите в комментариях, что вы думаете? Хотите посмотреть на реализацию полного звериного отряда снова?
Потому что мне показалось, что в прошлый раз я как-то сумбурно реализовал звериный отряд, и мне хочется это немножко переделать, если честно. Поэтому, если кому интересно, пишем в комментариях. Я, кстати, под предыдущим роликом, когда я играл через Акали, почитал комментарии, и там написали интересный такой вот моментик по поводу звездочетов. Есть же звездочеты яд еще. А вот правильно там написали, было бы прикольно, если бы реализовать звездочетов яд, плюс, соответственно, Акали через синергию новая. И вот интересно, как это будет работать. Будет ли работать синергия звездочетов на удар новый именно Акали? То есть тот, что происходит через 8 секунд. Будет ли на это кровотечение накидываться кровотечение от звездочетов? Вот этот вот момент мне интересен. И если кто-то когда-то это протестирует, пожалуйста, в комментариях отпишите. До конца сезона осталось совершенно чуть-чуть. И я не знаю, успею я взять алмаз или не успею, но считаю то, что Изумруд 2, которого я достиг в текущем сезоне, несмотря на то, что я очень долгое время обучался, ничего не понимал механики и тому подобное, я считаю, что Изумруд 2 это достойный результат. Но хочется все-таки попробовать как-то каким-то чудом достичь этого алмаза. Но чтобы достичь алмаза, это, соответственно, нужно... Наверное, на метовых сборочках играть. Простых, темповых методовых сборочек. Ну, это мне так кажется. Ну, короче, хочется достичь мне алмаза в этом сезоне. Вот такой вот у меня еще гештальт есть, такой малюсенький. Хочется и все, хоть ты тресни. Морилономикон. Я на самом деле не буду его юзать. Не буду. Сейчас объясню почему. Сейчас я прочекаю всех своих противников, чтобы там... Я понимал, что у всех не огромные столы. Точнее... Ах ты ж руина! Ты уже потерял количество хп, но ты мне руинить собираешься? Серьезно? У чувака 83 хп. Он очень поздно поставил звериный отряд. И по итогу он мне собирается руинить. Вы прикиньте, какая, ну, зараза. Прикиньте. Охренеть. Вот хочет он мне прямо заруинить. Ладно, придется прибегать к экстренному варианту. Распродавать половину фигур. У меня даже из головы вылетело, что я говорил до этого. Ладно. Значит, то неважная информация была. Сейчас самое главное, это мне случайно не выиграть раунд. Потому что если тот типочек не заруинит мой звериный отряд... Я вычислю, где он находится, и приеду к нему в гости, и просто расскажу ему, что такое руинить. Угу. Не, на самом деле, мне надо вот так вот сделать, оставить только вот таких вот героев, потому что они будут слабее. Не будет у меня вообще танка, у него будет, грубо говоря, 2 керри. Ну, почему, грубо говоря, у него будет 2 керри, а у меня будет 3 керри. Причем у него стенка будет, у меня стенки не будет. Вот и все. И это ж надо... Вот прикиньте, он потерял почти 20 хп, и он решается мне руинить по итогу. Козел. Я еще приколюсь, если он и на роботах будет играть. Это будет вдвойне просто руина. это стрим-снайперы, ребята. Стрим-снайперы, когда я сажусь записывать контент. Я, кстати, сел записывать контент, и хотите прикол? Была тишина очень долгое время. Только я сел записывать, сверчки за окном начинают свою серенаду запевать. Как я это люблю. Ой. Ладно. Почему... Ого, 2 Джинкс. Ну, блин, я не хочу апать Джинкс. По той лишь причине, что если я апну Джинкс, у меня будет сильнее стол, чем вот этого молодого человека. И что делать? А ничего не делать. Надо взять уровень и сделать вот так, чтобы точно от мобов не откиснуть. Потому что если я сейчас... так не сделаю, я 100% откисну от мобов. Эти мобы меня загрызут. Они сильные будут против меня, у которого стол очень слабый. Ну ладно. Так, шутю. Он от мобов откиснет. Ой, хорош. Мне это нравится. Мне это очень и очень нравится. Молодец. Умничка. Так, вот так вот делаем. Надо расстановку именно так сделать. Так, какая у меня там... Ах ты ж... А прикиньте, он от мобов не откис, он мобов затащил. Ну, я сейчас как-то так сделаю расстановку.
Мне нужно 100%, чтобы я проиграл против него. 100%. Да, я смогу открыть этот сундук на где-то хпшки 500. Но вот если бы не было вот этого вот руинера, вот этого вот молодого человека, я бы себе чуть-чуть усилил бы стол. Сделал бы его такой, ну, средней мощности, можно так сказать. Средней мощности, и я бы по минимуму получал. Ну ладно, имеем то, что имеем. Хватит это обсуждать. Я надеюсь, что он просто хотя бы на роботах играть не будет. Итак, я хочу открыть где-то сундучок на 500-600 очков. Вот где-то так. В этом районе. Получится 600? Классно. Не получится, значит на 500. Я буду смотреть на свое количество хп и от этого отталкиваться. И почему... Опа, инвестиции плюс. Золотой отделитель. Ну не, я возьму инвестиции. Знаете почему? Потому что я сейчас же буду до сих пор сидеть через лустрик, а соответственно буду кучу халявных роллов копить. Каменный доспех Гаргули сделаю заранее, смертельную шляпу Рабадона тоже сделаю заранее. Вспомнил, прикиньте, я вспомнил по поводу, чего я хотел сказать-то. А он дракона нашел. Охренеть. Ой, я еще из экономики вышел. Вот всю малину мне испортил, понимаете? Все, я во всем буду винить его. Не я плохой человек, а он плохой человек. Все, будем так работать. Вот. Что я хотел сказать по поводу того, что я не хочу делать Морила Намикон. Почему? Потому что здесь есть эко, бог времени, я 3 раза выберу его сторону, у меня будут маги, и я, соответственно, тот дар, который он будет давать, я закину, соответственно, в мага своего. И этот маг, он будет поджигать, когда будет тратить 50 мана. Вот и все. Вот вся логика, которую я хотел сказать. Вот, все. Все, что я хотел сказать. Прикиньте. И вот знаете, меня немножко вот это вот бесит, то, что когда ты говорил одну мысль, тут тебя эмоции отвлекли на другую мысль, и по итогу первая мысль, она просто отлетела куда-то. Ну, обидно. Обидно. И вот, знаете, в душе, так, знаете, чуть-чуть щемит от того, что какая-то недосказанность. Ну, ладно. Ладно, проехали. Все в порядке. Все в порядке. Так вот, взял инвестиции плюс по нескольким причинам. Во-первых, я буду сейчас копить кучу халявных роллов. У меня к 8 уровню, пока я возьму, у меня будет очень много халявных роллов. Я буду чувствовать себя припеваюче. Потому что я в моменте, соответственно, смогу нормально, адекватно паролиться. Поусилять себе стол на 8 уровне, когда открою сундучок. То есть все будет замечательно. Будет чики-бомбони. Ну и у меня будет куча денег, естественно, из-за которых я смогу ролиться спокойно. Мало ли того, что будет куча халявных роллов, будет куча денег. Ну и все, в принципе. Буду усиливаться по максимуму. Вот. Надеюсь, конечно, что за такое количество халявных роллов, сколько у меня будет сейчас, я смогу очень быстро найти нужные мне фиолетовые фигуры. В 2 звезды. Мне нужен дракон, самый могучий робот и Ургот. Можно даже не в 2 звезды, не в 3. В 1 звезду его будет достаточно. Мне главное активировать роботов. Так, чемпиона 5 ранга. Берем. Через 4 раунда получу 2 чемпионов 5 ранга. И я надеюсь, что это будет кто? Правильно, Барт. Ну, тут даже думать не надо. Я беру, соответственно, перчатку, потому что я сделаю себе драгоценную перчатку. Она дает магическое усиление и, соответственно, шанс крита. Это то, что мне как раз нужно. У чувака там предметы Пандоры и лучезарный предмет. Это, конечно, сильно. Я все тоже хотел лучезарный предмет. Я бы хотел себе драгоценную перчатку лучезарную в моем случае, чтобы у меня был 100% шанс крита и дохренища урона. На самом деле, когда падает лучезарная драгоценная перчатка, для мага это чуть ли не райский билет. Почему? Потому что у вас просто 100% шанс крита становится. 100% шанс крита. И вы кайфуете. Вы можете докинуть 2 шляпы Рабадона и все. Вам больше ничего, по сути-то, и не надо. Вот опять эти... Я не знаю, откуда эти лаги появились. У меня такого не было. Может, это какой-то там патч вышел, и из-за этого начали вот такие вот глюки происходить. Я имею в виду вот это, когда ты собираешь, хочешь собрать предметы, и начинается вот это вот дергание предмета. Мерцание, можно так это назвать. Так, ребятки, я надеюсь, я вас никаким чудом не выиграю. Я тут усилил себя немножко. Надеюсь, что никаким чудом вас не выиграю. Держим кулачки, что у меня все получится.
Вообще не знаю, как игра дальше пойдет. Но знаю точно, что мы будем через роботов это камбэкать. А, я еще говорил по поводу роботов. На роботах просто очень легко камбэкать через двойной отряд. У тебя есть четких 3 героя, ты их собрал, и ты уже в принципе кайфуешь. Есть четкий керри. О, ну это вообще круто мне сейчас пришло. Куча дубликаторов. Вот эта вот хрень, которая циклон, будем ее так называть. Циклонический рассекатель. Вот. Это прикольный предмет. Но нет, мы будем терпеть. Я хочу открыть на 500-600 очков. Вот, чувак, у него 200 очков, и он до сих пор сидит на лустрике. Дракона моего тырят. Ургота. Ну ладно, Ургота то не беда. На Акали, кстати, играют тоже. Через синергию новые. Угу. Мне нужен хотя бы Ургот в одну звезду. Мне не надо в 2, в 3. В одну звезду мне будет за глаза. Вот. В принципе, все. В принципе, все. Вот, кстати, посмотрим, как я себя буду чувствовать на этой сборке против Акали. На самом деле, я вот показал эту сборочку на Акали, так кайфанул на ней, что мне хочется еще раз на ней сыграть. Прикольная сборка. Но на ней так много людей играет. Ой-ой-ой. Опа, Ургот. Спасибо. Это, конечно, не... Мне выпали варежки. Мне выпали варежки. Самый полезный предмет под мой билд. Самый полезный предмет. То есть в чем абсурд ситуации? В том, что я буду играть через магическую сборку, и мне дают варежки. Я запомню твое имя и прокричу его небесам. Я, кстати, уже буду потихоньку собираться. Поставим там Кенчу, это сделаем. Так сделаем. Плащ берем. Ай-яй-яй! Возьмем лук. Я надеялся, что выпадет еще один плащ. Плащ. О, вот это уже язык заплетается. А я только начал. И это только моя первая игра за сегодня. А у меня уже язык заплетается. Оп, Фиора, сюда. Там Кенч, отлично. Мне нравится. Дай мне Аурелион Соло, пожалуйста. Халявные роллы закончились. О, это, кстати, этот типочек. А прикиньте, он на робота хочет играть. Серьезно? Да. Шанс крайне мал, но никогда не равен нулю. Запомните это и впитывайте. 12 хп у меня. Надо открывать сундук. Артефакт, поджог. Поджог не нужен. Лук не нужен, вот это берем. О, пылающий мини-лук, отлично! Вечный договор или... Я возьму вечный договор. Вечный договор топ-тема. Объясню сейчас почему, чуть-чуть попозже. Так, это продаем. Перевоплощаем. Так. Надо это быстро делать. Быстро. Чтоб ничего не провтыкать. Так, это мы продаем. Это продаем. Еще и в деньги нормально вышли. Да соберись ты! Блин, не туда предмет брони закинул. Ох, как спешу, еще и лук не закинул. Ёперный театр. Лук. Сюда, сюда и сюда. Фух. Я успел это все раскидать, и я надеюсь, что я сейчас не сдохну. Я очень надеюсь, что я сейчас не сдохну. Так, кровопийцу делаем. Где-то делаем. Убийцу великанов делаем. Где-то, вот ты. И надо варежки забрать, отдать сейчас Фиоре. У Фиоре будет. Блин, ну, как хорошо, что у меня Фиора в 2 звезды. Как хорошо, что мне дракон так пришел. Пылающий мини-лук — это вообще имба. Очень сильный предмет. На самом деле варежки тоже, они неплохие. Самый могучий робот. Так, ну что, смотрите, что я хочу вам сказать. Что я сейчас деньги тратить не буду. А знаете почему? Потому что у меня, в принципе, уже сильный стол. И смысл собирать в 3 звезды сейчас фиолки я не вижу.
Не, ну хочется, конечно, фиолки в 3 звезды собрать. Кстати, вот этот вечный договор, это прикольная тема. Щиток будет накидывать на моего танка в размере от силы умений своей. После каждой активации способности. Прикольно, короче, вот это вот колечко. Так вот, что хочу сказать. Что мне сейчас нет смысла ролить фиолку. Во-первых, у меня тырит моих драконов и, соответственно, самого могучего робота. Поэтому знаете, что я сделаю? А я пойду в уровень. Я, как гениальный разум, просто пойду сейчас в уровень. Все. Надо идти тупо в уровень. Идем тупо в уровень. Стол у меня сильный. Сильнее я его не сделаю, потому что дальше только, соответственно, это найти еще один каменный доспех Гаргули, потому что под элегию львицы обалденно будет стакаться. Вот. Ну и только фиолки там собираются в 3 звезды у меня, все. Это все. Больше ничего. А смысл? Векс, Бард. О, Бард. Ну, надо Барда брать, а чё? Векс, конечно, круто, но мне как бы не с чем будет. Ну, мне предмет нужен, это капелька. Чтобы хотя бы сделать облачение духов. И я, наверное, сейчас Барда, кстати, поставлю вместо Кармы. Потому что Бард это является герой-проводник. Будет мне ману регенить моему дракончику. Оп, что даешь? Плащ даешь? Опа. Адаптивный шлем или облачение духов? Я облачение духов возьму. Так, вот это усиление мы закинем. Ну, Фиору закину, почему не? А куда еще закидывать? Только Фиору получается. Так, закидываем, соответственно, адаптивный шлем сейчас Барда. Бард у меня будет получать силу умений и больше манрегена из всех источников. Поэтому чаще будет кастовать. Чаще, соответственно, это колечко будет работать. Топчик, топчик. А еще, кстати, у меня есть легендарный дубликатор. Топчик вдвойне, топчик вдвойне. Может получится реально какую-то фиолочку сделать в 3 звезды у меня. Там Кенча стырил. Хорош, Бард, хорош. Мне на самом деле в действительности нужно каменный доспех Гаргули, самого могучего робота. Не, ну это не самый лучший предмет, конечно, под дракона, но тоже ничего себе предмет. Хороший предмет. Он дает урон, поджог, топчик. Хоть мне сейчас и бог времени эко даст свое усиление, но я, наверное, тогда это усиление закину в танк, а куда его еще закидывать-то? Кроме как в танка. Да, тут я точно фиолетку не соберу в 3 звезды. Тут тырят дракона, там тырят дракона. Не. Нет и еще раз нет. Значит что? Значит идем в уровень. В принципе все. Идем в уровень. Кстати, надо будет обязательно смотреть за этим мастером Yi, чтобы его вдруг чего не собрали в 3 звезды. А то я таких типочков знаю. Они такие под шумок берут и собирают мастера Yi себе спокойно в 3 звезды. Каким это чудом происходит, неизвестно. Но это происходит, поэтому надо будет внимательно за ним следить, чтобы он не собрал себе мастера Yi в 3 звезды. А кстати, я ж могу попробовать здесь какую-то легендарную фигуру, по сути, собрать в 3 звезды. Если, конечно, все хорошо пойдет. Я сейчас посмотрю, как я буду тащить и сколько я хпшки восстановлю. От этого будем уже отталкиваться. ХПшку я восстанавливаю с помощью Фиора, потому что божественный дуэлянт. За каждую победу над своим противником я восстанавливаю ХП своему тактику. Так что и в принципе... У меня было 12 хп, стало уже 18. Но на самом деле в лейт-стадии, если я хоть один раунд проиграю, я, наверное, вылечу. Так, ну в принципе можно взять 20 монет и сделать зуб на Шора. Закинуть этот зуб на Шора в Барда. Почему нет? Почему нет, если да? Поехали. Еще и божественное усиление. Так, зуб на Шора мы делаем. Потому что больше частей предмета не будет. 1100 хп танку добавил, пойдет. И все, идем в уровень. 9 есть. Ставим карму, чтобы у меня были странники. Соответственно, там маленький, но щиточек появляется на самом могучем роботе. Ну и в карму, соответственно, убийственность. Ой, он лучезарный адаптивный шлем нашел в самого могучего робота. Ого. Это будет жестко. Это будет очень жестко. На самом деле, я считаю, что адаптивный шлем лучезарный чуть ли не лучший предмет. Потому что дает дохренища брони, дохренища манорегена. Увеличивает, самое главное, увеличит со всех источников манореген. То есть топовый предмет, я считаю. Для танка вообще имба. Слишком много дает. Условно в ту же самую Нуну это просто шикарный предмет. Это даже в самого могучего робота просто топчик будет.
Мне кого-то напоминает этот самый могучий робот. Вот серьезно, я вот сейчас так посмотрел на него, и мне он реально кого-то напоминает. Не трансформеры. Или трансформеры. В принципе, он похож. Попробуй еще раз. А ну-ка, ребят, в комментарии пишите, на кого похож самый могучий робот. Может, вы меня натолкнете на мысль. Раз в 6 секунд дает союзнику щит прочностью 200 сил и умения от владельца. Вот как это работает. Тю. Я что-то подумал после каждого каста. Опустим этот момент. Надо идти в 10. Я сейчас немножечко не буду спешить. Я вообще не буду сейчас спешить. Я сейчас буду потихоньку идти в уровень, а потом в моменте бах! И взял 10. И полностью сролился. А вдруг легендарочку какую-то найду. На самом деле я очень хочу барда попробовать найти. Но как пойдет. У меня тут Фиора еще идет. Можно будет Фиору в 3 звезды. Ладно. Говорю, если есть легендарный дубликатор и есть такая возможность, почему бы не попробовать? Противников куча хп. Можно жить. Вот там чел летает. Нормально, кстати, он мне так хпшку отнимает. Жить. Жить. Почти моего керри съел, прикиньте. 11 тысяч урона он там нанес. Охренеть. У меня хоть и Фиора была, но все же. Я думаю, еще один раунд мы можем потерпеть. А на следующем раунде вдруг чего взять и полностью сролиться. Ну как сролиться? Взять уровень. И поролиться. Мне кажется, мне, конечно, денег не хватит. Ну, посмотрим. Но посмотрим. Мне в моменте может хп не хватить пережить этот дамаг, который мне по мне нанесут вдруг чего. Ой, ну этих типов я вообще разрываю. Реально, мне бы найти еще один камень до доспеха Гаргульи, и будет, ну, мед. Вообще самый могучий робот, очень сильный танк. Особенно когда в форме робота. 24 хп. Может, еще один раунд поживу. Спокойно. Самое главное, чтобы мои противники дожили до моего 10-го. Убийца великанов. Нет, я зарандомлю, может, что-то полезнее выпадет. Коготь дракона. Берем. Берем коготь дракона и закидываем вот таким вот образом предметы. А тебе... Не, я закину в там Кенча. Пусть у меня будет еще один танк. Так, берем 10-й. Кайфуем. Барт идет. У меня пачка халявных роллов. Поэтому будем собирать все легендарки. Сейчас объясню, зачем я это делаю и для чего. Карма. Барт, хорошо. Как вы все знаете, то в игре всего лишь есть 10 легендарных фигур одного вида. То есть 10 бардов, 10 грейвзов и тому подобное. То, что я сейчас их всех скупаю, это не ошибка. Это наоборот, я уменьшаю их пул. А соответственно, нужную себе фигуру я увеличиваю шанс. На нужную себе фигуру я увеличиваю шанс ее выпадения. Поэтому сейчас спокойно скупаю эти фигуры. И прикол в том, что даже если эту фигуру собираю в 2 звезды и тому подобное, я продам всего лишь на одну монетку дешевле. Самый такой важный нюанс. На одну монетку дешевле продам. Сильно? Сильно. Векс идет. Ну, возьмем. Барт. Векс. Векса покупаем. Блицранг снова. Купил, продал. Кстати, а что я туплю? Я ж могу Шена поставить вместо Морганы. Да, она дает там 4% выносливости своей синергии, но можно же поменять ее. О, а вот это то, о чем я говорил. Вражеский мастер Yi зашел мне в туза и вырезал моего дракона.
Хорошо, что у меня хпшка подрегенилась и немного, потому что если бы хпшка у меня не подрегенилась бы, он меня уже давным-давно. Можно, конечно, продать вообще и карму. Но пусть будут. Пусть будет. Сейчас надо будет расстановку поменять. Потому что я не хочу снова, чтобы мастер Yi прошел сквозь моих танков и вырезал меня. Так, Сонов, 2 звезды. Векс! Я, походу, знаю, что мы будем собирать, ребят. Мне 2 векса осталось. Мне тупо осталось 2 векса. Сона опять. Сона берем. Сона, Барт. Сейчас надо фигуру 2 звезды. Так, что ты даешь? Дракона присамонил. Спасибо. Спасибо, но не надо. Так, что по предмету? Клятва защитника берем. Так, кстати, вот так вот сделаем. Так вот сделаем. Продадим Ургота. В принципе, кайфуем. Барт. Дай одного векса, пожалуйста, игра. Одного векса. Мне нужен всего лишь 1 векс. Конечно, надеюсь, я не сдохну сейчас. Не, нормально, живем. Живем. Фиора и Аурелион Сол справляются. Хорошо. Хорошо. Как у нас все гармонично. Он выносит того, я выношу его. Ну одного векса, ну пожалуйста. Игра. Ну одного. Я многого не прошу, одного векса дай. Дай одного векса. Игра, не подведи меня, дай векса. Дай векса. Векса, пожалуйста. Одного векса. Так, Шена продаем. Мне нужен 1 векс. Так ты... Ох, игра издевается. Прикиньте, мне нужен всего лишь 1 векс. Я надеюсь, сейчас их за раунд не вынесу, и меня за раунд не вынесут. Потому что у меня всего лишь 12 хп. Нужен 1 векс. Жить, 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 жить. Живем, хорошо, живем. Отлично. Жить, жить. Тихонечко, тихонечко. Тихонечко, не бушуйте на меня. Отлично. Все, у чувака 6 хп, у меня 14. Сейчас полностью ролимся, я даже, может, продам весь стол. А денег дало, точно. Мы же там, если выжившие 1 на 1, у меня куча денег. Пожалуйста, дай мне векса. Мне нужен векс. 1 векс, всего лишь 1. 1. Дай векса. Игра, дай векса, говорю. Векс! Сюда векс. Так, распродаем половину стола сразу. Точнее, ну как, ну, максимум стола распродаем. И сейчас я объясню, почему я именно оставил одну фигуру. Смотрите. Я оставил одну фигуру не просто так. Потому что у него есть Фиора. А Фиора — это божественный дуэлянт, и он мою просто легендарную фигуру в 3 звезды ваншотнет. Как красиво! Ой, красиво. Не, ну это просто жирная точка в конце игры. Очень красивая. Ай-яй-яй. Ну что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Я, получается, собирал Фиору в 3 звезды. И собрал Векса в 3 звезды, да? Получается, больше я ничего не собирал из легендарных Фиору в 3 звезды. Блин, ну хочется собрать теперь Барда. Ну, красиво получилось, очень красиво. Да. Да и добавить, в принципе, нечего. Чисто такая жирная точка в конце. Хорошо, что я одну фигуру не оставил. У него была Фиора. Он с помощью этой Фиоры бы меня снес. Потому что божественный дуэлянт 1 на 1, они... Ну, вы поняли. Что еще добавить? Больше нечего добавить. Поэтому, ребят, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого еще не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!